Всем приветик, мои дорогие друзья, товарищи художники, коллеги. Рада вас приветствовать на моем канале Мари Арт Живопись маслом. Сегодня мы с вами напишем ромашки. Детские мы уже писали. Давайте с вами теперь маслом посложнее напишем. Холстик 30 на 40. Список красочек в комментариях смотрите. Хочу также напомнить, кто не подписан, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мы с вами приступаем. Разбавитель я буду использовать White Spirit без запаха. Кисть возьму вот такую вот маленькую щетинку. И возьму жиденько сделаю красочку коричневый. Можно Марс коричневый, у меня это Вандик коричневый. Поделила пополам. И вот кувшинчик у нас смещен будет немножко вправо, то есть не посередине. Посередине, как правило, не делаются объекты. Наметила кувшинчик, там на заднем плане будет у нас шторочка какая-то висеть, табуреточка. Наметили табуреточку, ножка табуретки слегка будет видна. И лежащая ткань на ней. То есть как-то мы уже просили, да, рисовали ткань. Вот как бы еще один такой вариант, как писать ткань. Мы намечаем в нашем рисунке складочки обязательно все. Просматриваем, если будете не этот сюжет писать, а какой-то другой с тканью. То есть смотрите все складочки. И такими овалами я намечаю ромашки. Овалами, кружочками. То есть, если это боком ромашечка, соответственно, она будет выглядеть как овал. Да, если смотрит на нас, то будет как кружочек. Побольше, поменьше. Все они разных размеров. Какие-то одна другую заслоняет. Вверху немножечко. Возьму вот такую кисть побольше, щетинку. Коричневый смешаю с красной, с охрочкой. Такой довольно-таки темненький, смугленький оттеночек. На разбавителе тонким-тонким слоем, вот так вот свободными мазочками заштриховываю наш кувшинчик. Поправляю бока. Кувшины обычно такие пузатенькие. Горлышко. Чистый коричневый. Вот здесь вот сбоку боковая часть табуреточки будет темненькая. В тень уходите, пока наметили такой темный цвет. Добавляю еще красного, голубой ФЦ. То есть обходимся без индиго, без черного. Видите, да, что если в коричневый добавить какие-то другие темные красочки, то есть в данном случае я буду добавлять голубую ФЦ, красный, получается ничем не хуже черный. Только такой более сложный. В зависимости от того, сколько вы добавите там синего, красного, он будет всякими разными оттенками отдавать. И вот теневую под нашей тканью, там под табуреточкой, что-то такое вот темненькое имеется. Заполняем пока вот так вот темным цветом. Здесь чуть-чуть, там будет у нас уже зелень, но какие-то теневые проявления будут иметься. Тень от самого непосредственно кувшина падает, вот здесь на ткани тень. Зеленую ФЦ добавляю с коричневым. Получается такой глубокий, темный зеленый, очень красивый. Сама по себе зеленая ФЦ, как для зелени, она очень такая ядреная. А в смеси с коричневым очень красиво получается. Голубая ФЦ, зеленая ФЦ, кисть протерла, белила. Получается у нас бирюзовый оттенок. По сути, бирюзовый, если вы возьмете чистый, тоже можно. Потому что он, по сути, из этих же красок и состоит. Голубая ФЦ, зеленая ФЦ и белила. Заполняем таким вот зеленым. Где-то ухожу более в зеленую ФЦ, где-то больше голубит оттеночек. То есть тоже делаем разнообразно. Нам будет надо там дальше делать. Вот добавила желтого в замес.
голубая ФЦ с желтым тоже вот такие. Нам там надо будет делать рябь такую вот, какой-то сад, либо что-то такое заросшее травой, показать вот это вот. Поэтому делаем разные оттеночки зелени, то есть можно, если хотите каких-то сочных, ярких, даже еще желтую среднюю, да, взять и лимонную. И вот лимонная с голубой ФЦ, она более такой вот солнечный-солнечный прям будет оттеночек давать. То есть, как бы при желании можете еще ее в эту набор красочек добавить. Где-то голубая ФЦ разбеленная, вот я набираю, ну такой довольно-таки темненький, да, видимо, оттеночек еще. Закрываю нашу ткань. И более разбеленным, более освещенные участки делаю таким цветом, более светленьким. Там, где теневые, прокладываю теневые, где светлые, чуть-чуть добавляю белил. Пока не стараемся сильно все высветлить. Высветлить мы всегда успеем, а вот затемнить будет потом сложновато, когда уже белила на холсте присутствует. Сейчас на данном этапе мы избавляемся от белого холста, но все равно стараемся как бы прокладывать нужные оттеночки. Особо не вырисовываем, да, но закрываем все. Вот здесь теневая под тканью и охрочкой закрыла это верхняя часть нашей табуреточки. Добавляем сине-красненького, белилок такой получается грязно-фиолетовый. Таким цветом закрываю штору. Также перекрыла вот эту ромашечку, которая у нас там на шторе была. Из кисточки видим, да, добавляются и коричневые оттенки, там что вот в ней есть. То есть интересные, сложные уже оттенки. Охра с белилками закрываю тонким-тонким слоем, так вот заштриховываю наши светлые места, которые вот под ромашки остались. Где-то даже эта зелень цепляется темная. То есть вообще не обращаю на это внимания. Теперь уже набираем более пастозно красочку, кисть промываем. Вот чем хорошо разбавитель этот использовать, в нем очень хорошо промывается кисть. То есть можно даже израсходованный разбавитель куда-то в отдельную баночку сливать, грязную уже, и как бы промывать в нем кисть. Для рисования он уже особо не подходит, а как для промывки, потому что он не особо-то и дешевый. Вот. Закрываю наш кувшинчик очень пастозными мазочками. Внизу теневую проложила коричневым, даже от нашей ткани рефлексик падает бирюзовенький, внизу поставила. Дальше от коричневого я отхожу оттеночками охра с красненьким, дальше охра с желтеньким, чуть-чуть белилок, вот самое освещенное место. Желтый с белилками, такие вот уже самые-самые светлые бличочки. Сильно белыми мы блики не будем делать, как я уже говорила, такие белоснежные блики у нас в основном это на стеклянных предметах. Тут подразумевается, что у нас горшочек все-таки глиняный какой-то, да, то есть здесь таких прям явных не будет. Проложила тень, видите, такую вот мазочками вот здесь, вот вверху около горлышка кувшина, как бы имитируя, как будто это тень от ромашечек, то есть лепесточки. И вот здесь тоже теневая у нас будет свисать, потом мы нарисуем, ромашечка будет перед кувшином, и от нее падает тень. Еще больше затемнила правый край. Охра с желтеньким, с белилками высветлила горлышко. И края через коричневой с охрой чуть-чуть затемнила. То есть полностью не делаем вот это вот горлышко одинаково светлое. Слегка сухой кисточкой растушевала стыки бличка и вот этого охристо-красного оттенка. Голубой ФЦ очерчиваю, смотрю, ровность глиняной этой посудинки.
Беру теперь уже более пастозно голубую ФЦ, прорабатываю самые-самые темные места ткани. Там уже есть белила, поэтому она как бы не будет таким вот очень темным синим, как на самом деле, да, у нас голубая ФЦ. Она будет чуть-чуть разбеливаться, но будет все-таки достаточно темная. То есть, как я всегда говорю, когда рисуете, рассуждайте, где прокладывать этот темный цвет, да. Смотрим, допустим, вот верхний уголок, да, он нависает над нижним, да, кусочком ткани, то есть по логике вещей от него падает теневая там, да, в глубине, проложили. То есть все на рассуждение, не просто так замазываем куда-то, наносим мазочки, а рассуждаем, почему именно так, а не иначе. Здесь вот она лежит до бугорков таким ткань, там она освещена, естественно, там какая теневая будет, никакой. Белую красочку беру, вот краешки ткани, прям, знаете, на край кисти набираю, да, чтобы тоненький мазочек нанести, и прям выкладываю. Кисть постоянно протирайте, чтобы белый лег именно белым, светлым, ярким, чтобы синий не подмешивался. И прям вот аккуратно касаясь, выкладываем эту красочку. Можно, в принципе, сделать это и мастихином. Добавляю светлых участков. Где мне нужно просто голубой оттенок, я втираю кистью. Где мне нужно более ярко, посветлее наложить, там уже менее давление на кисть. Вот здесь, да, теневую проложила тоже на складочке. Также добавила где-то бирюзовых оттеночков в ткань. Какие-то рефлексы могут от зелени идти. И вот опять, видите, беленьким выкладываем. И то есть добавляю оттенков разных, чтобы у нас она не была просто голубой какой-то. Где-то и зеленца там мигает, и охрочка. Где-то голубоватый, то есть чтобы она такая живописная была, разнообразная. Каких-то светлых мазочков ставлю. Вот опять-таки краешек ткани у нас подсвечивается, да. Вот доработала. Пятнышек поставила, где-то охристых оттенков добавила, то есть создала такую вот тень, проработала. Как бы ничего сложного, я думаю, в этом не будет. Принцип я, в принципе, объяснила. Дальше табуреточку, светлую часть охра с белилками высветлили. Та боковая часть, толщина табуреточки, грязно-фиолетовым делаем. И навстречу ему темный коричневый, плавную растушевку. Тоже как бы не сложно. Темно-зеленым набираю чуть-чуть красочки на кисточку. Сделала 2 таких стволика. И протертой кисточкой сухой слегка их смягчила. Голубая ФЦ с желтенькой, темно-зеленый цвет. Делаем, я не знаю, что это за растения, какие-то там травы растут. Вот поближе к нам мы их как-то более четко видим. Здесь листочки. И внизу так вот разбрасываем пятнышки. К низу будут они у нас более темные, да, а выше будет и ярче, светлее, более солнечные оттенки зелени, а внизу более темненькие. И вот этими такими мазочками придавливающими. То есть зелень делаем разнообразную, где-то коричневый добавляем. Вот видите, я кисть поставила аккуратно, чуть-чуть протянула, да, как бы основание листочка. Потом придавила, получилась толщина листочка. И опять слегка приподнимая кисть, уже краешком кисточки рисуем, получается остренький кончик. То есть последовательность такая, да, легонечко провели, надавили. И опять легонечко, и получается листок. Коротенькими мазочками, такими вот как солнечные зайчики, пастозно. Кисть постоянно протираем, чтобы яркость цвета была. Добавляем разнообразные мазочки на наш фон. Где-то
Желтенький, такой прям с голубой ФЦ, но солнечный делаем, желтой больше. Где-то вот прям желтый с белилками, разнообразные, маленькие, большие, разные такие вот разбрасываем мазочки. Тоже разных оттенков. Внизу вот здесь добавляю тоже не только темные, да, листочки будут, но какие-то светленькие также будут. Вот зеленая ФЦ с желтой, другой оттенок получается зеленого. Кистью работаю все то же самое, то есть протираю, промываю и работаю только ей пока. Даже добавлю таких теплых оттеночков, охристых, охра с желтеньким, сразу повеселее. Где-то даже чистых желтых прям беру, тепленьких. И вот так пятнисто все это дело заполняем. Дорисую еще листочки. Фиолетовым цветом, красный, голубая ФЦ, белилки. На разбавителе делаем какие-то вот движения по форме шторки, как она свисает, да, занавесочка эта, складочки. То есть не полностью ее закрашиваем, а именно даем такие вот направления, как складочек. Перетянута она там такой каемочкой. Белилки берут также с разбавителем и вот втирающими движениями какие-то также светлые участки на шторе, да, на занавесочке наши присутствуют. Заходим, когда вот наносим вот эти вот мазочки на вот этот подмалевочек ромашки, не обращаем внимания, не обрисовываем его. Чтобы не было у нас ощущения, что вот они складки эти прям как-то обрисовывают ромашечку нашу, а чтобы они были там за ней. Охра с белилками, вот еще верхнюю часть высветляю. Желтый с белилами. Таким цветом некоторые серединки ромашек, которые самые освещенные на свет попадают, ставим таким вот цветом. Также пастозно, где-то побольше, где-то поменьше. Желтый с красненьким, оранжеватым оттенком, более те, которые уходят в тень ромашки. Серединки прорабатываем. А вот здесь будет такая в тени, даже коричневого добавила. И теперь серединки тоже обыграем. Где-то добавляем желтенького, где-то по краям немножко красненького. Только немножечко, чтобы не были серединки красные. А так, вот у них есть тоже, да, они объемные. Где-то есть теневая, где-то есть светлая часть. Так вот легкими касаниями добавили красненького. Беру кисть синтетику, вот такая вот кругленькая. Взяла чистые белила на большом количестве разбавителя. Это очень обязательно, потому что пастозно, ну, вы можете сделать только мастихином их. Будет очень сильно подмешиваться та красочка. И вот сейчас без ускорений. Посмотрите, как надавили кисточку, да? И к серединке веду. Где-то коротенькие мазочки оставляю. Постоянно окунаю в разбавитель. И вот смотрите, где-то надавливаю, где-то больше, где-то меньше, да, нажим на кисть. И получаются разной толщины лепесточки, также разной длины их делаем. Где-то я веду от края лепесток к серединке, где-то наоборот от серединки к краю. То есть получается уже край более рваный. Вот как здесь, видите, более рваные краешки. Где-то вот показывают, даю такие вот тоненькие какие-то. Какие-то тоненькие лепесточки. Разных размеров они по длине, да, какой-то коротенький, какой-то подлиннее. И что хотелось бы вот еще сказать по поводу этих ромашек. Самые главные, это, ну, вот эти вот в основном 3 крупные, да,
Остальные, там, где у нас на штору заходят, на зелень, вот эти вот маленькие верхние, они у нас не главные. И их даже лучше сильно белыми не делать. Вот как здесь, посмотрите, сейчас я сделала, да, она такая светлая. И я повторно прохожу по ней, чтобы подмешался специально вот этот цвет шторки. Для того, чтобы она не была такая яркая, а более приглушенный цвет был и уходил туда, на дальний план как бы. И то есть все вот эти, которые не главные, они у нас будут такие вот, видите, подмешивается и зелень, и вот эта вот подложечка охриста, такая грязная. То есть это даже хорошо, пускай оно так будет, они не должны быть все одинаково, идеально белые, тогда не будет объема. Вот здесь еще забыла серединку показать, наметила. И вот заполняем, видите, какой-то короче, какой-то длиннее. Заполняем таким образом все ромашки. То есть разобрались, да, с ромашками. И вот здесь на самом кувшинчике, собственно, тень на кувшине от вот этой ромашки как раз таки и будет. Здесь, так как у нас пастозно уже закрыт кувшинчик, сложновато немного накладывать. Разбавляйте красочку хорошо. Если нет, можно взять мастихинчик и им проложить более светлый. Темно-зеленый, зеленый АФЦ с коричневым. На большом количестве разбавителя я этой же кисточкой делаю стебелечки, да, вот которые ромашки у нас где-то в стороне, чтобы они в воздухе не висели, мы их крепим на стебелечки. Где-то между ромашек какие-то показала движения, листочки аккуратненько. Кисть прокручиваю, очень много разбавителя, и прокручиваю ее, чтобы красочка снималась, потому что пастозный слой краски мы, если не будем прокручивать, она у нас будет просто процарапывать тот слой и все, а краска с кисточки сбрасываться не будет. Добавляю теневую почетче, каких-то светлых участков еще на шторочку, на горлышко вазочки, кувшинчика нашего. Светлые участки на ткани добавляю при желании это все. Темно-фиолетовым оттенком, вот этой тоненькой кисточкой, покажу еще какие-то более тоненькие складочки на нашей занавесочке. Темно-фиолетовый — это красно-голубая ФЦ. Белила, смотрите, надо, не надо. Вот такие пастозные солнечные зайчики, ромашки, видите, которые в тени, они смешанные там с фоном. Те, которые на переднем плане, более яркие. Вот ткань, видите, там под табуреточкой теневая, то есть от самой ткани падает. То есть светлые места более пастозно, теневые минимум краски. Вот такой букетик ромашек у нас получился. Спасибо за просмотр, друзья. Поставьте лайк этому видео, буду вам за это очень признательна. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Я желаю вам всем творческого настроения. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.